Всем привет! С вами Bad Polygon, и это 7-й урок из серии Blender 2.8 Beginner Tutorial. В этом уроке мы будем рисовать текстуры и узнаем о режиме Texture Paint. От себя лично хотел бы поблагодарить всех моих подписчиков за просмотр и поддержку. Можете поздравить меня, и вы, наверное, уже заметили, на канале включили монетизацию. Так что теперь, при желании, конечно, меня можно поддержать еще и материально, просто посмотрев рекламу. Итак, перейдем к уроку. Добро пожаловать в 7-ю часть серии Blender Beginner Tutorial. В этом видео мы будем прорисовывать яблоко и нож текстуры, используя изображение, которое мы спроецируем прорисовкой на объекты. Так мы получим реалистичные текстуры для наших материалов. Как всегда, временные метки вы сможете найти ниже в описании видео. А для более углубленного обучения зарегистрируйтесь в нашем разделе ресурсов бесплатно. Здесь вы сможете скачать все файлы проекта, текстуры и наш удобный Blender 2.8 шоткат PDF. Всем привет, Зак на StageBoost.com, и давайте начнем. Итак, начнем с процесса рисования текстуры ножа, и начнем с ручки. Прежде всего, давайте выберем здесь лезвие и скроем его. И вместо того, чтобы использовать этот глаз, вы также можете просто нажать H, чтобы скрыть. Давайте выберем ручку, и для рисования текстуры просто кликните на рабочем пространстве Texture Paint. Как видите, объект стал розового цвета, что всегда означает, что на нем нет никакой текстуры. Итак, как вы можете видеть прямо сейчас, мы автоматически переключились в режим Texture Paint. И теперь у нас нет UV-эдитора. Как видите, это Image Editor. Оба режима очень похожи, но здесь у нас, например, включен режим Paint. Далее, чтобы иметь возможность рисовать на объекте, нам понадобится плоское изображение в качестве основы для рисования. Чтобы добавить его, мы просто нажимаем здесь кнопку New, и появится это окно. Назовем это просто Knife Paint. Затем изменим разрешение на 2048 на 2048, что по сути соответствует разрешению 2К. Это довольно много для такого простого предмета, как нож, но если мы начинаем с высокого разрешения, то в дальнейшем мы сможем уменьшить разрешение изображения. Затем мы можем определить базовый цвет, поэтому для этого давайте подберем что-то похожее на ручку, примерно такое. И в конце концов это не имеет значения, потому что мы все равно закрасим все важные участки. Затем просто нажмите ОК, давайте немного отъедем назад. Теперь вы можете видеть, что изображение было сгенерировано, и если мы добавляем изображение сюда, то это не значит, что оно тоже связано с 3D-моделью, как видите. Теперь вам нужно перейти на эту вкладку и в разделе Texture Slots прямо сейчас измените режим на Single Image. Так как здесь мы не хотим создавать новое изображение, мы просто выбираем изображение, которое у нас уже есть. Итак, давайте нажмем на этот маленький значок изображения и выберем Knife Paint. Таким образом, изображение будет связано с этой ручкой, и мы сможем начать рисовать на ней. Но нам не нужно просто рисовать на ручке. Так я просто могу начать рисовать здесь, и вы можете видеть, как пиксели изображения закрашиваются в зависимости от моих действий. Здесь, если я сверну это, у нас есть все важные настройки для рисования текстуры. Например, у нас есть кисть, есть радиус, который мы можем изменить. Вы можете увидеть это на окружности в окне просмотра. И чтобы изменить ее, мы также можем нажать F, переместить мышь и подтвердить левым кликом мыши. Вы можете видеть, что радиус и здесь тоже изменился. Таким образом, нам не всегда нужно перемещать указатель мыши сюда, если мы хотим быстро изменить размер кисти. Затем, что очень важно, поскольку теперь мы будем проецировать здесь изображение на объекте, нам нужна полная сила, потому что сейчас это просто рисование 70%. Поэтому давайте установим это значение на единицу. А теперь давайте добавим изображение, которое мы будем использовать для рисования. Для этого спустимся во вкладку Texture, создадим новое изображение и назовем его Knife. Нажмите Open, перейдите в папку с текстурами, и отсюда мы используем Knife Texture. Если вы хотите отобразить изображение для предварительного просмотра, просто нажмите на эту кнопку, и вы увидите, что здесь происходит. Выберите Knife и нажмите Open Image. Теперь мы загрузили его в Blender. Вернемся сюда, к этой вкладке, и чтобы связать это изображение с рисованием текстуры, перейдите в Texture. Вы можете видеть, что нож уже выбран, так как у нас только одна текстура. И что очень важно, мы должны использовать специальный метод проецирования. А для этого под Mapping выберите Stencil. И теперь, как только я наведу указатель мыши на 3D вид, у нас появится это маленькое изображение, которое мы только что загрузили в Blender.
И в основном, когда я перемещаю это с помощью правой кнопки мыши над моделью и начинаю рисовать поверх нее, все, как я здесь рисую, будет проецироваться на модель. Ctrl-Z, чтобы отменить это. Теперь, как видите, изображение квадратное и немного растянуто. Поэтому для начала нам нужно нажать на Image Aspect. И теперь, как видите, это изображение использует исходные пропорции изображения. И теперь можно приступать к раскрашиванию. Итак, перейдем во фронтальный вид 1 на нампаде. Кликните правой кнопкой, переместите это в нужное место, и чтобы масштабировать изображение, вы можете нажать Shift правый клик, а затем переместить мышь. А с помощью Ctrl правый клик вы, например, можете повернуть изображение, но в данном случае нам это не нужно. Если нужно сбросить перемещение, просто нажмите на эту кнопку. Но тогда вам также нужно еще раз нажать на Image Aspect. Итак, давайте увеличим масштаб. Это не обязательно должно идеально совпадать, но важно, чтобы вся модель в основном помещалась здесь. Если прозрачность изображения слишком велика, здесь под Display вы можете увидеть Texture Alpha. И еще я бы порекомендовал включить эту кнопку. Это означает, что при рисовании изображение будет скрываться. Итак, давайте закрасим здесь. И, как видите, теперь и здесь все закрашено. Теперь давайте нажмем 9 на нампаде, чтобы переключить вид на другую сторону. Теперь вы можете видеть, что изображение имеет неправильный поворот. Итак, что мы можем сделать? Мы просто установим размер X текстуры на -1. Теперь мы, по сути, перевернули изображение. И здесь я хочу использовать эту часть. Далее мне также нужно перевернуть это по оси Y на -1. Теперь я могу переместить это вверх сюда и закрасить. Теперь давайте нажмем 7 на нампаде, чтобы получить вид сверху, и установим размер обратно на единицу. А затем в этой проекции сверху сделаем кисть немного меньше, чтобы мы заново не слишком сильно перекрашивали другие элементы. Тщательно закрасьте этот участок. Затем нажмите 9 на нампаде, чтобы переключиться на другой вид. Я не хочу использовать здесь эту часть, поэтому я просто снова использую ту же текстуру и снова закрашу эту область. Теперь мы можем рассмотреть модель. Думаю, все нормально. Если это изображение вас смущает, просто уменьшите альфа-канал ненадолго, и вы увидите, что здесь у нас все еще есть небольшое пятно. И нам не всегда нужно использовать эти ортографические виды. Мы также можем оставаться в этой пользовательской перспективе. Теперь давайте увеличим это снова и просто снова используем часть этой текстуры и слегка закрасим ее здесь. Область настолько мала, что мы все равно не заметим мелких ошибок, поэтому не нужно особо об этом переживать. И то же самое я сделаю здесь. Просто убедитесь, что размер текстуры примерно такой же, как мы рисовали его на других сторонах. Итак, теперь давайте уменьшим альфу и давайте посмотрим. Думаю, это выглядит неплохо. Итак, чтобы убедиться, что это изображение здесь останется сохраненным, недостаточно просто сохранить blend файл, что я безусловно рекомендую вам сделать. Но вы также должны сохранить это изображение вне программы, потому что в противном случае, если вы закроете Blender и снова откроете его, это изображение будет автоматически удалено, хотя Blender и просит вас сохранить изображение при закрытии Blender, что очень полезно. Чтобы сохранить изображение, нажмите Image, Save As, перейдите в папку с текстурами. Здесь вы можете изменить имя, если хотите, но я просто оставлю его как есть, чтобы я знал, что это за изображение. И если вы хотите, здесь вы можете изменить формат изображения, но лучше PNG, потому что он без потери качества и нам не нужен альфа-канал, прозрачный фон, поэтому мы просто используем RGB. Значения красного, зеленого и синего цветов в основном представляют собой простое цветное изображение. Итак, я нажимаю на это, а затем на Save As Image. Теперь я уверен, что изображение, которое я здесь нарисовал, определенно сохранено. Окей, теперь давайте текстурой раскрасим лезвие ножа. Итак, давайте развернем рукоятку ножа и покажем лезвие ножа. Затем вернемся в режим объекта, выберем здесь лезвие и вернемся в режим рисования текстуры. Кстати, если вы хотите переключаться между различными режимами, а не только между режимами редактирования и объекта, вы также можете зажать и удерживать Ctrl-Tab. И тогда вы увидите, что у нас есть все те же режимы, которые перечислены здесь. И в основном
Все, что вам нужно сделать, это переместить указатель мыши в направлении режима, в который вы хотите переключиться, и отпустить Ctrl-Tab. Таким образом, вы можете быстро переключаться между различными режимами, не нажимая на эти кнопки здесь. Сейчас мы находимся в режиме Texture Paint. Спрячем эту ручку. И мы снова хотим использовать эту текстуру для проецирования рисования. Сейчас мы видим UV-карту клинка здесь, и слот текстуры также установлен на Knife Paint. И это правильно, потому что у нас будет одна текстура и для рукоятки, и для лезвия. Опять же, мы хотим использовать эту текстуру здесь для рисования текстуры. Давайте здесь увеличим альфу для отображения. Посмотрим со стороны. Единица на нампаде, Shift правый клик мыши, чтобы масштабировать это изображение. Как видите, я создал здесь отдельное лезвие, которое немного длиннее, и мы можем легко использовать его для текстурирования. Мы должны сделать ее немного больше, потому что в противном случае она не будет покрывать здесь всю область. Итак, давайте просто закрасим это, затем нажмем 9 на нампаде и снова установим размер X на -1, чтобы перевернуть изображение. Теперь давайте закрасим эту область здесь. Вернем альфу к нулю. Теперь вы можете видеть, что эти области окрашены, а вот это здесь и это не окрашены. Чего я делать не буду, так это закрашивать эту область, потому что мы можем случайно закрасить и эту область тоже. Поэтому я хочу ограничить эту площадь. Итак, что я делаю? Я просто переключаюсь в режим редактирования, выбираю выделение по граням, нажимаю Alt левый клик, кликаю здесь и выбираю весь цикл. Вы можете видеть, что этот треугольник не выделился, поэтому я удерживаю Shift и выделяю его, и с помощью Shift я также выделяю эту грань. Таким образом, я хочу закрасить всю область. Теперь я могу легко вернуться в режим редактирования текстуры и включить вот эту кнопку. Теперь вы можете видеть, что все эти области с черной сеткой не выделены, а остальные элементы выделены. Вы также можете выбрать что-то здесь в режиме Texture Paint. Но мне легче сделать это в режиме редактирования. Вот почему я переключился. Теперь давайте посмотрим сверху, 7 на нампаде. Повторно включите текстуру альфа. Давайте перевернем изображение обратно. Итак, установите размер X обратно на единицу и просто поместите это лезвие сюда и закрасьте эту область. То же самое сделаем здесь. Теперь давайте вернем альфу, отключим здесь эту кнопку. Проверим, все ли в порядке. Я думаю, что это выглядит довольно-таки неплохо. Теперь здесь вы можете видеть, что у нас есть текстура на этой карте. И теперь нам нужно сохранить ее заново, потому что мы изменяли это изображение. Итак, идем в Image, сохранить. Итак, теперь нож текстурирован. И как только я выйду из режима Texture Paint, вы увидите, что текстура исчезнет. И это потому, что это изображение было просто спроецировано на этот объект временно. Потому что позже нам нужно будет соединить изображение с помощью материала с объектом, чтобы увидеть его в окончательном изображении, которое мы выведем. Но подробнее об этом в одном из следующих видео. Итак, теперь давайте спрячем лезвие ножа и покажем яблоко. Теперь нужно нарисовать текстуру яблока. Итак, давайте выберем его в режиме объекта, а затем с помощью Ctrl-Tab переключимся в режим Texture Paint. Теперь вы можете видеть, что это изображение все еще висит в режиме Texture Paint. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно нажать на этот крестик. Это означает, что мы не будем удалять изображение. Это просто означает, что мы удалим изображение отсюда, из этого вида. Итак, давайте удалим его. Если вы хотите вернуть это обратно, вы можете просто нажать на эту кнопку и выбрать Knife Paint. Но в данном случае давайте удалим это и создадим новую текстуру для яблока, потому что она должна быть отдельной. Кликните на New, назовем ее Apple Paint, чтобы мы знали, что это текстура нарисованная. Опять же, давайте использовать разрешение 2К 2048 на 2048. И, конечно, вы сможете уменьшить ее позже, если захотите. Мы же хотим, чтобы здесь было высокое разрешение. И давайте используем для яблока обычный базовый красноватый цвет. Нам здесь не нужна прозрачность, поэтому давайте отключим альфа-канал и скажем ОК. Теперь нам нужно подключить это новое изображение к режиму рисования текстуры для яблока. Итак, на этой вкладке мы изменим изображение Knife Paint, если я щелкну здесь, на изображение Apple Paint. Итак, прежде чем я начну рисовать текстуру, скажу, что стебель яблока мешает мне текстурировать само яблоко. Поэтому, что я делаю? Я нажимаю Ctrl-Tab и переключаюсь в режим редактирования. Кликаю левой кнопкой мыши где-нибудь, чтобы отменить выбор, а затем
Наведя указатель мыши на стебель, нажимаю L, а затем нажимаю H, чтобы скрыть его. Вы можете видеть, что у нас осталась эта штука, поэтому давайте выберем ее тоже и снова нажмем H. Теперь нажмите Ctrl-Tab и вернитесь в режим Texture Paint. И теперь вы можете видеть, что стебель вернулся, но как только я нажму здесь на эту кнопку, стебель исчезнет. Но теперь также не все яблоко выделено, поэтому мне просто нужно нажать A, чтобы выбрать все. Итак, теперь нам нужно другое изображение для рисования текстуры, потому что мы не хотим рисовать текстурой ножа. Поэтому я перехожу на эту вкладку текстур и прежде всего давайте нажмем на эту кнопку, чтобы удалить здесь эти настройки. Это не значит, что я перемещаю или удаляю эту текстуру. Итак, нажмите на это, нажмите New, назовем это Apple и откроем изображение из папки текстур. И вот у нас есть изображение яблока. И вместо того, чтобы кликнуть левой кнопкой мыши, а затем открыть изображение, вы также можете просто дважды кликнуть на изображение, чтобы открыть его. Теперь вернемся к настройкам рисования текстуры. Вы можете видеть, что здесь выбрано изображение. Теперь вы можете щелкнуть здесь и переключаться между этими двумя изображениями. Итак, мы оставляем яблоко включенным. Stencil и все настройки по-прежнему активны. Прежде всего, давайте увеличим текстуру альфа, чтобы мы могли ее видеть. Затем давайте сбросим Transform, а также Image Aspect. Теперь у нас есть это изображение, и мы можем приступить к рисованию текстуры. Вы можете видеть, что на этом изображении есть яблоко снизу, сверху и под разными углами сбоку. Если я увеличу здесь альфу, мы сможем это лучше увидеть. Яблоко немного сложно сфотографировать, потому что у него на самом деле есть отражающая поверхность. А отражение яблока и трехмерного пространства мы хотим создать с помощью материала. Поэтому оно должно быть в изображении. Это означает, что я приложил все усилия, чтобы уменьшить силу глянцевых пятен здесь, насколько это было возможно в Photoshop. Но вы все еще можете их увидеть, и да, мы, конечно, с этим разберемся. И это не сильно повредит яблоку в конечном счете. Так что нам просто нужно с этим поработать. И еще у вас также есть текстура стебля. Итак, теперь давайте уменьшим текстуру альфы и начнем с боковины яблока. Что ж, наверное, я буду использовать все-таки референс без желтого пятна. Я думаю, что так вид будет более однородным. Ну да. Нам просто нужно попробовать. Между прочим, работа в 3D требует множества проб и ошибок. Яблоко выглядит немного иначе, но давайте начнем рисовать. Я всегда стараюсь рисовать здесь только внутреннюю область, не особо по бокам, потому что у нас есть эти резкие линии, а мы хотим получить приятный плавный переход под разными углами. Теперь давайте нажмем 3 на нампад для просмотра справа и воспользуемся следующей текстурой. Убедитесь, что с одной стороны вы покрываете область, пока не коснетесь другой текстурной краски. Затем нажмите единицу на нампаде для просмотра спереди и 9, чтобы переключить на противоположный вид. Теперь давайте воспользуемся вот этим яблоком. А теперь давайте нажмем 3, а затем 9, чтобы переключиться на противоположную сторону. Давайте используем вот это. Теперь уменьшим значение альфы и просто проверим, как выглядит яблоко. Итак, если яблоко иногда пропадает из поля зрения, просто нажмите точку на цифровой клавиатуре, и оно снова будет сфокусировано. Теперь давайте посмотрим со всех сторон. Думаю, оно выглядит неплохо. Теперь посмотрим сверху. Снова увеличьте текстуру альфы и давайте используем яблоко сверху. Итак, здесь мы должны быть очень осторожны, чтобы не нарисовать слишком много сбоку. Потому что тогда у нас появится, позвольте мне быстро показать вам это, это очень резкая линия, как здесь. Как видите, это выглядит не очень хорошо, поэтому нам нужно прорисовывать только внутреннюю область. Я нажму Ctrl-Z, чтобы отменить это, и давайте попробуем еще раз. А теперь посмотрим снизу, нажмите 7 на нампаде, а затем 9. И так бывает, что происходит что-то подобное, как видите. Я рисовал слишком далеко. Давайте вернемся немного назад. Возьмем яблоко, которое будет по размеру, и аккуратно закрасим это пятно. Итак, я думаю, что теперь все в порядке. Давайте уменьшим альфа-канал текстуры, и теперь нам также нужно текстурировать стебель. Но перед этим давайте сохраним изображение здесь. Итак, кликнем на Image, Save As, оставляем название Apple Paint как есть. Здесь мы используем формат PNG и цвет RGB, а затем нажимаем «Сохранить как изображение». Затем оно сохранено, и мы его не потеряем. Затем Ctrl-S, чтобы также сохранить и blend файл.
Теперь давайте нажмем Alt-H, чтобы показать стебель. Далее нажмем Alt-A, чтобы отменить выбор всего. И давайте нажмем L здесь над яблоком, чтобы выбрать только эти части здесь. И вы можете увидеть, если я нажимаю L, чтобы выбрать что-то. Это также ограничено швами, которые мы присвоили. Теперь, если я перейду в режим редактирования, вы увидите это более четко. Если я нажму здесь L, он выберет только эту область. И это связано с тем, что включено выделение граней. Если я выберу выделение вершин, сниму выделение со всего и снова нажму L, вы увидите здесь, что швы будут игнорироваться. Итак, как бы вы ни выбрали, убедитесь, что здесь выбрано все. И теперь вернемся в режим Texture Paint. А теперь давайте нажмем H, чтобы скрыть яблоко. Потом нажмем A, чтобы выделить все на стебле. Теперь давайте снова сделаем текстуру видимой и попробуем нарисовать что-то из этого. Это не будет выглядеть идеально, потому что у нас есть довольно жесткие тени на этом изображении. Но в конце концов это действительно не имеет значения, потому что этот стебель настолько мал, что мы все равно его не разглядим в нашей финальной сцене. Просто постарайтесь закрасить здесь все участки стебля. Теперь мы должны убедиться, что мы особо не рисуем на боках, потому что в противном случае мы получим резкие края. Поэтому давайте сделаем кисть очень маленькой. Здесь у нас все еще есть резкая линия. Давайте подправим ее немного. И что касается верхней части, у нас есть также эта мелочь. Давайте раскрасим ее здесь, сверху. Окей, мне это нравится. Давайте нажмем Alt-H, чтобы показать все. Еще уменьшим альфу текстуры. И теперь давайте посмотрим. Думаю, это выглядит вполне прилично. Теперь нажмите Image и сохраните это изображение еще раз. Итак, теперь у нас есть нарисованная текстура, как яблока, так и ножа. Давайте отсюда вернемся в Layout и покажем все. Давайте переместим яблоко в сторону сюда, а также еще нож, чтобы мы могли его увидеть. Итак, теперь у нас есть основа для добавления материалов и текстур к остальной части сцены. Не забудьте сохранить файл с помощью Ctrl-S. Да, ребята, теперь у вас есть приблизительное представление о том, как использовать режим Texture Paint в Blender. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. И отметьте колокольчик, если хотите получать уведомления о будущих видео. Если вам понравился этот курс, вам также может понравиться наш Blender 2.8 Launchpad курс, в котором гораздо больше деталей со всеми основами, чтобы у вас была прочная база для работы над вашими проектами. В этом курсе мы создадим полную сцену с нуля и изучим основы с помощью простых и увлекательных упражнений. Перейдите по ссылке ниже в описании видео. Спасибо за внимание, ребята. В следующем видео мы будем использовать текстуры, которые мы создали здесь для настройки наших материалов. Увидимся там. Пока.